Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня у меня очень быстрый, очень вкусный и сытный обед. И начинаю приготовление с того, что шинкую зеленый лук. Несколько перьев зеленого лука. Шинкую насколько возможно мелко. Можно использовать только зеленую часть, а можно полностью луковицу, как я, а можно заменить часть лука на репчатый лук, либо использовать только репчатый лук. У меня сегодня зеленый лук, полностью белая и зеленая части. Шинкую насколько можно меньше, еще дополнительно прохожусь ножом и добавляю его к фаршу. У меня сегодня фарш говядина и индейка, но можно использовать абсолютно любой фарш из любого мяса, либо комбинации нескольких видов мяса. Добавляю специи, яйцо и немного зелени петрушки из морозильника. Можно использовать любую зелень и, конечно же, свежую тоже. Дальше стараюсь хорошо размешать фарш, чтобы придать ему, насколько возможно, гладкую консистенцию. Промешиваю, чтобы все хорошо соединилось. Вот так вот. И далее намазываю частью приготовленным фарша намазываю лепешку тортильи. Я буду готовить, вернее, покажу сегодня на примере 2 лепешек, но из заявленных продуктов, которые будут указаны внизу под видео, как всегда, из данного количества ингредиентов и продуктов получится 4-5 лепешки диаметром 20-22 сантиметра. Намазала. И дальше начинаю точно так же мазать и другую тортилью. Я сегодня использую тортильи на основе простой муки, вернее простой воды, а также на основе свеклы. И так, и с той, и с другой тортильи получается одинаково, очень-очень вкусно. Также хорошо в фарш добавить немного кукурузы из банки, консервированной кукурузы без жидкости. У меня сегодня просто ее нет, но она очень-очень хорошо вписывается сюда. Тем временем подготавливаю сковородку. Она должна соответствовать по диаметру с лепешками. Ставлю ее на плиту и смазываю слегка растительным маслом. У меня сегодня оливковое, но можно использовать любое растительное масло, то, которое вы используете обычно для жарки. На хорошо разогретую, смазанную маслом поверхность сковороды отправляю тортилью стороной, которая смазана фаршем, и начинаю поджаривать. Прижимая лопаткой, вначале это можно делать и рукой тоже все хорошо прижимать по всей поверхности лепешки, чтобы равномерно и хорошо приготовился фарш. Огонь ниже среднего, у меня это 4 из 10 возможных. И немного даже прокручиваю вот так лепешку для более равномерного прожаривания, приготовления. Таким образом готовлю минуты 4-5 для того, чтобы хорошенько приготовилось мясо. Далее при помощи тарелки переворачиваю всю лепешку на тарелку. Вот таким образом. Можно это делать и при помощи 2 сковородок, если они у вас с низким бортиком, но мне удобнее вот так. Все, отставляю пока лепешку, со сковородки убираю, удаляю все ненужное, все пригарки, чтобы ничего потом не горело. И опять смазываю ее небольшим количеством масла. Можно сейчас уже и не добавлять масла, но тогда не будет такой красивой румяной корочки, хрустящести вот этой вот тортильи самой. Поэтому лучше после каждого отправления и переворота лепешки немного смазывать растительным маслом. Далее готовлю другую сторону. Посыпаю, наполовину лепешки посыпаю натертый заранее сыр. У меня моцарелла с эмменталем. Можно использовать любой сыр, какой у вас есть дома. Но, на мой взгляд, все же моцарелла самый такой нейтральный сыр. И очень хорошо здесь сочетается с другими продуктами. Далее прикрываю другой половиной этот сыр. Опять прижимаю немного лопаткой и прожариваю с одной стороны до румяной корочки. Дальше переворачиваю, прожариваю другую сторону.
С каждой стороны я жарю, вот сейчас с каждой стороны я жарю примерно по 2-3 минуты. Таким образом, полное время приготовления одной тортильи примерно минут 10. За это время отлично успевает приготовиться тонкий слой фарша и расплавится сыр. Вот. Точно так же готовлю и другую лепешку. Все абсолютно точно так же. Перекидываю на тарелку, убираю все огарки, смазываю немного растительным маслом сковородку и отправляю лепешку на сковородку, также сыр, также с двух сторон все прижариваю, прижимая при этом. Не забывайте немного придавливать лопаткой, чтобы все равномерно успело приготовиться. Вот так же и обратно перекидываю на другую сторону, таким образом поджаривая две стороны, и отправляю к первой тортилье. Все продукты, все ингредиенты будут, как всегда, указаны внизу под видео. Также будут указаны те специи, которые использовала я, но вы можете, безусловно, брать те специи, которые вы любите, а также добавлять зелень, ту, которая вам больше по нраву. Вот так готовится это все. Это очень вкусно, сытно и быстро, немного напоминает по вкусу чебуреки, нам привычные и любимые многими, но по времени это намного быстрее. Попробуйте, приготовьте и вы. Буду очень рада, если вам понравится. А на этом у меня все. Спасибо, что были с нами, посмотрели видео. И если оно вам понравилось, поддержите нас, пожалуйста, пальчиком вверх и подпиской на канал. Также благодарю вас, что смотрите наши другие видео. Оставайтесь с нами и дальше. Будем готовить много вкусного и интересного. Всем пока, до новых встреч!